Так, раз. Звук есть, нет? Отлично, звук есть. Всем добрый вечер. Сегодня вышло обновление 3.3 на Genshin. Так что смотрим, что у нас новенького. Честного, не смотрел никаких обзоров, ничего вообще. По поводу нового, знаю только, что оно сегодня вышло. Ну, собственно говоря, мне и PlayStation сказала, что вот вам обновление, получите, распишитесь. Погнали. Белый экран. Вот, загрузочка пошла. You must have a whole bunch of questions after our last conversation with Nahida. Paimon was ready to ask her a million more questions, but didn't want to seem too pushy. Like, about these descenders. So, does that just mean people like you who come traveling to Teyvat from someplace else? And as for your sister... Whew, so many questions. Let's go find Nahida and see what else we can find out. Понял, значит, здесь будет сюжетка с Нахидой продолжаться. Так, давайте сначала всякие плюшки соберем. Куча всего вообще. Миссии. Что там у нас? Новенькая миссия, да, вот она. Кстати, она... Она не временная. Кто-то в алхимическом магазине Манштата расскажет о полученной странной посылке. Проверьте. Можно будет, кстати, как раз проверить эту миссию. Буду сегодня часок стримить, вряд ли больше, потому что не хочется много убиваться. Подземелья. Витает бездна. Гид. Ну это здание под занавес является ночная птица, прогресс здания архонтов и так далее. Короче, куча всего. Так, здесь я помню, что видел две молитвы. Странник и то. Ни того, ни другого у меня нет. Оружие. Ну, допустим, пусть будет вот это. Дальше. Новый боевой пропуск. There was a glorious kingdom established among the heavens. From that kingdom came a crowned heir, tasked with seeking out the Genesis Pearl from the kingdom of darkness. The first crowned heir began her journey of seeking the pearl. But she was deceived, and the memory of her noble origins faded. She now believed that she was the queen of the kingdom of darkness. But take heart. A second crowned heir had already taken up the path where the first had stumbled. This is the story of your journey, of your tale to be told. Новый видосик. Раньше такого не видел. После достижения 30 уровня жемчужного гимна вы сможете выбрать одно из любое оружие из сундука боевого пропуска. Вот оно все фиолетово. Почему не легендарный? Это же боевой пропуск. Я же за это деньги плачу, по идее. Ну, здесь все по классике. И еженедельно изготовьте 20 предметов в кузнице. Допустим. Что здесь? Это как раз обкатать новых персонажей. Задание этого персонажа. Поле, битвы, дайсов. Вот я что-то видел, кстати, где-то в инете ленту когда листал, что там какой-то новый режим а-ля новая какая-то внутренняя игра. Вот. Хароза получила странный подарок от исследователя из Академии. И вместе с Тимеем анализируем, что за карты и для каких целей они могут служить. Вот, я здесь что-то получаю. Рубашка для карт, приглашение на дуэль, значок новичка и карточный ларец. Типа я это. А-ля Гвинт из Ведьмака.
Ну, классика здесь всякие об обновлении. Инструмент. Вот мероприятие, наверное, интересно будет. Как раз событие. Оно временное. Ранг выше. Награды, понятно. Почта. Мне там должны были надавать просто дохренище кристаллов. Собственно говоря, что и случилось. Так, здесь основные моменты версии. А-ля журнал местный. Ну, на PlayStation, конечно, читать это прям отвратительно. Так. Холодный климат. Вы находитесь в холодном климате. Персонажи накапливают эффект лютого мороза. Ну, это понятно. Я никогда не замечал, что здесь можно их прям посмотреть вниз. Тут я могу подключиться к кому-нибудь. Ладно. Итак, начнем, наверное, по классике с ежедневок, чтобы получить кристальчики. Они же лишними явно не бывают. А потом уже пойдем вот в задание, которое ивентовое. Не пойдем пока по сюжетке. Сюжетку выполнить всегда успеем. Я думаю, сейчас в ближайшее время будут стримы именно по Геншину. Потому что хочется узнать, что и как дальше. Наверное, надо было к телепорту перескакивать. Ну ладно, вот сейчас не полезем. Так, быстренько мы же умеем ползать по горам. Почему? Разомнемся с одном. Поговорите с Чаном 9. Но имечко, конечно, у него. О, здесь музыкальная штука. Я так и не понял, как их использовать. Ну то ладно. Потрясающий роман. Чан 9. На этот раз я собираюсь победить. Победить? Известно ли тебе, что в Винодзуме ежегодно проводится конкурс писателей? Он называется «Потрясающий роман» или что-то вроде того. Его проводит самый крутой в Винодзуме издательский дом Яэ. Чтобы победить в этом конкурсе, я решил ознакомиться с популярной литературой из Винодзумы. Так я смогу лучше понять вкусы местных жителей. Моя комната полностью забита книгами, и я прочел их все. Для конкурса я написал роман, в котором сочетаются лучшие качества культур Лиуэ и Инадзумы. Победа будет за мной. Я гарантирую это. Звучит как предвыборная речь в депутаты. Я договорился с торговцами гильдии Фэй Юнь, чтобы их человек доставил роман в Инадзуму. Но этот человек так и не забрал у меня рукопись. У тебя есть свободное время? Сможешь отнести рукопись в торговую гильдию Фэй Юнь? Да без проблем. Отлично, на этот раз мне удастся победить. Погнали. Учитывая, что отнести это быстро и получить за это немного кристальчиков, это прям хорошо. Это похоже на торговую гильдию Фэй Юнь. Просто передай книгу мужчине у входа в гильдию. Вот и все. Но Пайма хочет знать, про что эта книга. Что думаешь? Может, посмотрим? Нет, мы не будем ее читать. Ладно, ты прав. Нам не разрешили читать эту рукопись. Да, пусть он сам это. Потом прочитаем. Сюй. Куда он делся? У меня книга от Чана 9. Он все еще что-то пишет? Припоминаю, он что-то говорил про литературный конкурс в Винодзуме. О чем же он написал на этот раз? Прошлая история была про Цисинь. Чан 9 настаивал, чтобы мы ее опубликовали. И хотя мы и не стали этого делать, у нас все равно возникла проблема с миллилитами. Да, правильно. Хорошо, что в этот раз он отправляет роман на конкурс Винодзума. Это больше не наша ответственность и, видимо, проблема. Передай мне книгу. Моряки, отправляющиеся в Винодзуму, доставят ее по адресу.
Если честно, то я думаю, что у него нет шансов на победу. В Инзуме сейчас безумно популярная книга «Легенда о клинке». Ее тоже написал кто-то из Льюя, но я не знаю, кто именно. Благодарю тебя за доставку рукописи. Чан 9 просил, чтобы мы сами забрали книгу и даже заплатил вперед. Но вот твоя награда. Отлично. Миссия выполнена. Дальше стандартная мочилова. Всего и вся. Так, а давай вот сюда. Наверное, сверху будет проще. Просто долететь и все. О, сундук. Так, бежишь, а тут сундук. Выгодно. Цветок красивый. Клубни в этой. Как это называется-то? Клумба. Вот. Can't see. I hear everything. И все. Это было несложно. Хулиши пиротехники. Там нужно будет в 2 этапа победить. Вот они. Бах. Kamisato up. Suyu, be still. Я там артефакт в прошлый раз добавил в своей коллекции. Давай проверим. Кто остался? Ну, этому-то, конечно, ничего не будет. Он же огненный. Чем его взрывы будут? Вау. Как раз всех собрали. Да чтоб тебя. Все. Отбегался. Так, мне ресурсы сдали, так сказать, на школьные обеды. И последнее. Приступ на брону. Но это на самом деле самое простое, наверное, задание. Просто уничтожить 2 башни. Да ведь? А, нет, защитите артерии. Нет, это маленько не то. Перепутал. С кем не бывает. Так, я вроде где-то над точкой. И погнали. Уи! Давайте вы просто все полетите отсюда. Тебя это тоже касается. Вот и все. И последний, да?
Вот против таких мелких сосок вот прям мои-то шикардосы. А ты, наверное, это в морду хочешь получить. Я буду бить тебя долго и упорно. Так, сдать миссии. Add Astra. Давай, давай. Я Thank работал. you for complete. Где моя зарплата? Add Astra. Экспедиции. Все закончили. Погнали дальше. Все. Ежедневки мы выполнили. Значит, можно... тестовый забег можно пройти. Почему нет? Как раз проверим. Давай, погнали. После применения элементарного навыка странник переходит в состояние избранника ветра и подпрыгивает в воздух. Если открыт талант цветок нефрита, при взаимодействии с элементом гидро, пиро, крио или электро, в прыжке странник получает соответствующее усиление. Взрыв стихии создает каверну сжатого воздуха и носит многократно аниме урон по площади. Для облегчения испытания взрыва стихии персонажа на пробном уровне будет выпадать дополнительные элементарные сферы. Ну, допустим. Выглядит он... Ну... Сойдет. Шляпка прикольная. Воу! Фига себе! Я явно хочу им. Блин, мне определенно нравится этот персонаж. Можно такую грязь не творить. Вообще просто мань. Да, не персонаж. Хочу. Так, второй. Ну ты за тебя я в принципе пару раз играл. Примерно представляю, кто ты, что ты. Поэтому... Ты чё, опустили? Тоже хорош. Но, наверное, я бы все-таки странника взял. Он поинтереснее явно. Кто там у нас? Загадочный механик. Это тоже новое получается. Воздушное. Давай проверим, кто ты. Кто ты, что ты. После применения элементарных навыков Парузан переходит в состояние проявления бури, в котором следующий полностью заряженный выстрел выпускает стрелу урагана. При попадании в цель она через некоторое время взрывается, взрывая обвал под давлением. Цели наносится аниме урон по площади. Предметы и противники притягиваются. Взрыв стихии формирует ослепительный многогранник, который наносит аниме урон по площади. Многогранник непрерывно двигается по треугольной траектории, достигнув вершины, выпускает штормовую волну, которая снижает аниме сопротивление противников, дает бонус аниме урона всем персонажам
в отрядах поблизости. Для облегчения испытания взрыва стихии персонажи на пробном уровне будут выдавать дополнительный ментальный эффект. Допустим. Ну, типичная анимешная девочка. Ладно, давай проверим. We'll see about that. А, вот про что. Dare to mess with me? Блин, промазал. А, это вот эти сферы, чтобы... Gears of the storm. А вот и попробуем ульту ее. We'll see about that. Да чтоб тебя, попрыгун хренов. Давайте. Dare to mess with me? Я опять промазал. Have fun with this gift. Надо просто в землю стрелять, чтобы использовать ее We'll это. see about that. Too late for regrets. А, у нее анима, понятно. Я знаю. Dare to mess with me? Truth repeats its course. Too late for regrets. Вы офигели, что ли? По-быстрому разберемся. Ну, не знаю насчет нее, пока непонятно. Кажется, нас надо ее хорошо в команде использовать. Так, ну, Гора. Вот честно, не знаю. Вот мне Гора меньше всего, мне кажется, нравится. Но раз тут ресурсы дают. Ай-яй. I must leave no stone unturned. Всем массово вырубаем. Oh, so sorry. Your life is mine. It's nothing. Rally! Charge! As a good knight should. This world will be frozen in time. Don't waste my time. Press the advantage! Advance! Time to clean up. Я так понял, Гора чисто как усилитель кого-нибудь использует. Steady as stone. Submit. Так. А, ну Янфэй вообще у меня есть, поэтому если по-быстрому пройдем. А, кстати, Гора у меня тоже есть. Но Янфэй я ее вкачивал, потому что она очень хорошо Motion to compel. используется против электрокубиков. Time for your arraignment. Да и в принципе, мне кажется, Янфэй относительно мощный персонаж. Replica flame. Motion to compel. Да, она мощная. Я считаю, по крайней мере. Надо будет ее посмотреть, как ее вкачивать. И можно будет ее скачать. Так, ладно, это мы прошли. Тут нам даже дали боевой пропуск. Я подумал, может прикупить боевой пропуск в этом сезоне. Так, задание. Что я хотел? Я хотел вот это священный призыв семерых поиграть. Погнали проверять, что они предлагают нам.
Оп. So, Sucrose, the package you mentioned that you received before, it's not dangerous, is it? Опасного. Бомба! You need to be careful when you're opening packages. I once had a friend mail me some research materials, and all the bouncing around in transit caused a reaction. Видимо, бахнули, да? Once I opened it, it let out a stench that could wake the dead. Ну, тоже, наверное, неприятненько. If your package contains anything like that, then maybe you should check with Albedo first and see what he thinks. Чё она что же алхимик? Сама не разберется, что ли? No, this package didn't contain any hazardous materials. Timaeus! Sucrose! What are you two chatting about? Oh, hey, you two. We're just talking about a strange package that Sucrose received recently. Знаешь, что она получила? A strange package? Yes, I believe it's from a Sumeru scholar who came here to study in Mondstadt. It's most likely a thank you gift for collaborating on some research together. Huh? A package from an academia scholar? Oh, then there could be anything inside. Ну, это подарок в знак благодарности. There wasn't anything dangerous inside, just a bunch of strange cards. Папочка необычных карточек. I think I've seen Timaeus with some similar looking cards before, so I came to ask him about what they might be. На. You've seen me with some cards? Maybe those were the testing cards used for distinguishing reagents. No, they didn't look like test cards. Here, have a look. О. Сахароза. Все? Все, одна карточка, что ли? Oh, you meant these? Huh. Sucrose, have you really never seen these before? No, never. Recently, I've been spending all my time up in the mountains working on cultivating pentatonic sweet flowers. Why? Is this an area of research that has started trending in the alchemical community during my absence? You could definitely say that it's trending, but not as an area of research. It's a card game that's been getting really popular these days. Да, что ж она такая популярная, что нигде раньше они не слышали вообще. It's called Genius Invocation TCG. Genius Invocation TCG! Свет чего? Genius Invocation TCG! Haven't you heard of it before? Нет. Apparently, it's a game that was invented by a scholar in the academia. People from all over are playing it now. That's right. The game's been catching on lately. The Yae publishing house in Inazuma has even published a series of light novels based on the game. The story is really good. А дай почитать. It starts with a young guy in Sumeru who finds an ancient casket of tomes in the attic. He opens it and discovers that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King has been captured inside. Ну, король крокодилов, а не царь. Царь, наверное, не то. It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. After being unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him and helps him to gradually climb the ranks and become a legendary TCG player. То есть не скилл решает, а просто душа, которая там находилась. Понятно. Timaeus. Huh? What's wrong, Sucrose? If you're interested in how the story plays out, I can lend you the novels. No. I was just thinking about that time you requested an extension on your progress report deadline, citing personal reasons for the delay. А, ты рубился в эту игруху, по-любому. Well, I did go through a phase recently where I wasn't putting enough focus on my work, but it's under control now. I've committed to not even touch Genius Invocation TCG until I've made enough progress in my research. Well, that's unfortunate. Oh? Why's that? Well, since it's a gift from a researcher I've collaborated with,
I thought that I should at least try to learn the rules. That way, I could say that I at least tried to appreciate his gift. Oh, right! And since it's a game from Sumeru, who knows? Playing it might even make you smarter. Если хочешь сыграть, так и скажи. Okay, fine. Paimon's curious and would like to give it a try. Although, it seems like we can't learn how to play it anytime soon, because Timaeus has given up for a while. Так он же может не играть, просто рассказать про правила. Вы чё? Well, research is my priority, you know. But if you'd like to learn the rules of Genius Invocation TCG, then I'd actually suggest you go to the Cat's Tail. Это таверна Маргариты. Yep, that's the place. It's where everyone in the community goes to play when they have time. They gather there, trade cards, and they're very welcoming to new players. Ладно. Trying to learn the rules can be intimidating at first, but it's a lot of fun once you get the hang of it. Окей. Understood. Traveler, Paimon, let's go to the Cat's Tail and try asking around. To be honest, hearing Timaeus talking about the game has also piqued my curiosity. Well, what are we waiting for? Let's get going! Да, погнали. Дай угадаю, это опять игра на 1000 лет. Зная ваши миссии по чуть-чуть. Как только начинаешь проходить, все, забываешься. Последний раз пытался миссию по-быстрому пройти. Нифига себе шумно как. Капец. Весело у них там. Ой, ладно. Сколько у нас еще времени? Еще полчасика, так что, в принципе, сколько-то мы пройдем. Погнали. Welcome to the Cat's Tail. Ah, it's the Traveler and Paimon. What a nice surprise. Oh, and Sucrose the Alchemist. It's been a while, hasn't it? О, киса в шляпке. Огонь. Надо своей кошке купить шляпку. I'm afraid I've already told you before. Fur from the Cat's Tail staff is not for sale, no matter how much Mora you offer. Она шерсть пыталась купить. Кошки линяют, что ты, жалко тебе, что ли? Don't worry, Margaret. We're not here for that research project I told you about last time. С прошлыми исследованиями? Sucrose, what kind of experiment were you trying to do with the cat's tail? I just wanted to test out some hypotheses, and I needed some materials. But, we can talk about that later. Ну, ладно. Ну, ты ж не расскажешь. Actually, Margaret, we're here to learn more about Genius Invocation TCG. Хорошо рассказывает Маргарите о цели вашего визита. Ah, Genius Invocation TCG. We were just talking about that game. You see, more and more people have been gathering at the Cat's Tail to play, so I thought, why not have a dedicated staff to serve the new customers? Крупье. Таких сотрудников называют крупье. Speaking of which, I believe you've already met. Met who? You know, Prince. This is the Cat's Tail after all, so I thought having a cat take care of our new customers would be quite a nice touch. Он вас говорить умеет? Видимо, нет. Allow me to interpret. Prince says that the word customer is much too loose of a term, and we should instead refer to anyone who loves dueling with cards as TCG players. My mistake. So it seems I haven't introduced you yet. This is Prince and Shuyan. They will be in charge of taking care of our TCG players. I'm afraid I must correct you there, ma'am. Only Prince, the strongest and most formidable TCG player of all, is capable of providing valuable guidance to our new players.
The average player is incapable of grasping the subtlety and sheer genius behind Prince's every play, and he has no choice but to rely on me to communicate with everyone. I am merely Prince's lowly assistant, that's all. Чувак, у тебя, походу, раздвоение личности. Или кот реально умнее тебя. Wow! Another guy who can understand animals! How can you use such a crude word as animal to describe the one and only Prince? He is special and the only one of his kind. Such a remark is an insult to Prince. Ладно, не обижайся, что ты. Ты чё мергаешь? Oh? What's that? Shu Yen. In the eyes of the common folk, I look no different than any other ordinary cat. It's a natural mistake to make, and you shouldn't overreact. Ah, understood. I do apologize. It seems he really is capable of communicating with the cat. Could this be the result of some modification to the language center of his brain? Seriously, how can he get all of that from a simple meow? Как-то это странно звучит, вот это да. It was the duels of genius invocation TCG that allowed our hearts to bond. It's understandable that ordinary people such as yourselves are unable to comprehend such a thing. So, playing Genius Invocation TCG fosters some sort of a telepathic link between players? Somehow Paimon doubts that. Я тоже не верю. Anyway, if you'd like to know anything about Genius Invocation TCG, then please ask Shuyan, who will ask Prince. Though I'd love to explain more myself, it's time for my daily walk. I'll let Prince play a game with you and walk you through all the rules. Ладно, с кошкой-то мы уж справимся как-нибудь. Just as a seasoned warrior can foresee the path of his opponent's sword, so too can I, as a TCG master, predict my opponent's every play. It would be improper to pit a newcomer to the art of the card against one such as myself, and I must therefore politely decline. А мне кажется, кошка просто жрать хочет. Покорми кота, ушлепок. That's what Prince said. Oh, Prince doesn't want to play with us, huh? Fine, then Prince doesn't have to. We'll play you instead. I'm sorry, but from the day I met the mighty cardmaster Prince, I swore an oath that my hands would live solely to hold the cards and not to play them. I will never play another match of my own again. Да уж, точно, лапами карты не удержишь. If Prince is unwilling to play, then I guess we should look for an alternative. How about this? Diona! Yeah, blah, blah, blah. What is it? I'm pretty busy over here, you know. Huh. Why is it that every player that sets foot in here to play Genius Invocation TCG has to have a drink? Ugh! Don't they have any clue that the key to playing a game is the ability to think straight? Так, а в чем смысл игры тогда? Ну, типа, поиграть только? Я бы... Вот я же в баре, ё-моё. Seriously, games and drinks don't mix. Don't they get that? Ugh. Нас уже кто-нибудь научит играть, нет? What can I say? As the tavern owner, I can't help but feel happy to hear this. Anyway, I see you've been working hard, so I thought you could use a break. So why not come over here and teach these customers the rules of Genius Invocation? Ha! Ha! Yeah, what kind of break is that? I'd rather not. Oh, why are we letting all these loafers come in here to play Genius Invocation TCG anyway? All it does is encourage more people to come to the bar for a drink. Слушай, если у тебя выпивку не будут покупать, ты голодный останешься. You know, if drink sales keep going up like this, pretty soon Mondstadt's alcohol industry is gonna reach new heights. Looks like my first step in destroying Mondstadt's alcohol industry should be stamping out the spread of Genius Invocation TCG. My dear, you are quite mistaken. You said it yourself, a clear mind is necessary to win.
Soon, their thirst for victory will overcome their thirst for alcohol. Prince speaks the truth, Diona. Not only is the spread of Genius Invocation TCG no obstacle to your goal of destroying Mondstadt's alcohol industry, it could even support you in this endeavor. Could it really? Sure, why not? Alrighty then. Our 2 customers are waiting to learn. Shuyan, let's put you on drink mixing duty for now. But Shuyan is destined for a far greater purpose. Shuyan, drink mixing, now. Кто тут босс? Okay. Ooh, all right. We'll need some space to learn. Let's go to that empty table over there. Все, погнали уже. Давайте поиграем в эту вашу знаменитую, супер популярную игру. Может, сундуки здесь есть? Ну, подожди. Я же никогда не был в этой таверне. Но тут ни хрена нет. Понятно. Ладно, пошли играть. Okay, let's go through the rules. First things first. You'll be needing your deck, so place that on the table. У меня нет колоды. Deck? Yes? You should have built a deck. You know, a set of cards that meets the bare minimum requirement to play the game. What's with the blank stares? Come on. Don't tell me you came to learn Genius Invocation TCG without bringing any cards. Ну, не совсем пустыми. У нас одна-то карта есть. That's right. We have some cards that I received from a friend. Yeah. You're gonna need a few more cards than that. Okay, let me think. To learn the game, you'll need at least 2 character cards to switch between. Чтобы их можно было менять. Две карты. Oh, that reminds me. A few days ago, when I was closing up for the night, I noticed a customer had left a couple of character cards on the bar counter. Maybe you could use those for now. Are you sure that's okay? Да что нет-то, они же просто так лежат. It's already been a few days, and he still hasn't come back to claim them. Who knows? Maybe he left them here on purpose. Oh, okay, yeah, I got them here with me. You know, just in case the customer came looking for them. Yeah, not because I like to play the game or anything. Please. Плюнула, что ли? Alright, so now we have 2 character cards. That's everything we need, right? Yep. So, are you ready to start? Да, давайте начинать уже. Then let's begin. Welcome to the world of Genius Invocation TCG. Ладно. Simply put, this is a game where you control character cards to duke it out with your opponent. Pew, pew, pew! Once you've defeated all of your opponent's character cards, victory shall be yours! Это этот, что ли? Как его называют-то? Хардстоун? Местный. Now then, you're gonna need a character on the field to start with. Активного персонажа. Что дает активный персонаж? Пусть твоим первым активным персонажем будет Делюк. Ладно. Фаза броска. First, we roll 8 elemental dice at the start of every round. 8 элементарных дайсов. Продолжим изучение. Ого. These dice correspond to elemental energy. We'll be spending these dice to perform actions. Наша... Ладно. Подтвердить. Once the roll phase is over, you'll enter the action phase, where the real game starts. Фаза ходов. Хорошо. During the action phase, you can spend elemental dice to perform various actions. Действие, ладно. Of course, the most common action is to use character skills. Ага. Выберите элементарный навык Делюка. Так.
Элементарный навык Делюка расходует Пира X3. После выбора навыка будут выбраны соответствующие элементарные дайсы, которые придется потратить. Ага. Огненный натиск наносит 3 единицы пира урона. Огненный натиск. Элементарный навык наносит пира урон 3 единицы. При третьем использовании этого навыка в каждом раунде наносит дополнительно 2 единицы урона. То есть его 3 раза надо использовать. Угу. Ладно. Атакуйте противника с помощью огненного натиска. Использовать навык. Минус 3. Not bad. You just made your first attack. During the action phase, both sides will take turns making their moves. After you use a skill to attack your opponent, it's their turn to attack. Минус 2. And as you can see, once the enemy finishes their move, it's our turn again. Еще раз. Ладно. У нас есть 2 универсальных дайса. Ага. Now, these are omni-element dice. They can be spent on any move regardless of the elemental type. Ну это понятно, что на каждый есть. So, we're gonna use them to pay for the pyro dice needed for this skill. Go on, give it a try. Давай попробуем. И использовать. Одного хлопнули. That was pretty good. That's one opponent down for the count. Bam! But the game has only just begun. Remember? You have to defeat all opponents to win. As much as we'd like to attack again, seems like we've run out of usable dice. Ага. In that case, let's end this round. То есть это был только первый раунд. Ни хрена себе. After you end round, you won't be able to do anything else this round. До следующего раунда. And once everyone chooses end round, we can move on to the next round. То есть я сейчас объявляю конец раунда. Оп. Объявили. Противник ходит. Тоже конец раунда. Вы начинаете раунд 2. Alright, here we are, a fresh new round. Woohoo! And a fresh new round means time to roll the dice again. That's how we're gonna get the elemental energy we need after all. Фаза броска. Ну, типа стандартно. Ooh, that's some terrible luck. Well, there's no way we'll be able to use D-Luke's skill now. Ну, But да. don't worry, situations like these are why we have the option to reroll. Правило повторного броска. Once per round, you can select all the dice that you don't like and re-roll them. И выполнить их повторный бросок. Я вот так выбираю. То есть технически можно все. Повторный бросок. То есть When the только один action раз. phase begins, the player who first chose end round in the previous round takes their turn first. То есть выгодно даже первым периодически заканчивать. This means that since you finished first the last round, you'll be the first to start this round. Alrighty then, let's learn a little bit about energy and elemental bursts. Энергию, взрыв стихий. Each time you use a skill, your character will gain 1 energy. Угу. В прошлом раунде мы использовали навык дважды, поэтому накопили 2 единицы энергии. Once D-Luke's energy is full, he can use a powerful elemental burst. But we're still 1 short. Еще одна. Never mind. Let's start with a normal attack instead. Обычную атаку. D-Luke's normal attack only needs 1 pyro die and 2 other dice of any type. 1 пиро и 2 других. Ладно. In any case, your normal attack needs fewer pyro dice than your elemental skill. Угу. Использовать навык.
Минус 2. Вот, я набрал. За обычную атаку тоже дают 1 единицу энергии, как и за элементарный навык. Мой ход. Now we have 3 energy, plus we have enough pyro elemental dice left over. It's time to use your powerful elemental burst! И взрыв. Это как раз Феникс, типа ульта его. Рассвет. Взрыв стихии наносит пироурон 8 единиц. У персонажа возникает пироинфузия. Пироинфузия. Физический урон персонажа с этой карты превращается в пироурон. Продолжительность в раундах 2. Используйте взрыв стихии и одолейте врага. Использовать. Ну нарисовали, конечно, красиво. К следующему поединку. Вот их надо 4 пройти. Вы начинаете раунд 1. In an actual game of Genius Invocation TCG, you need to use multiple character cards to form a party. Чтобы создать отряд. То есть мы отрядами, как и в обычной игре. Next up, it's time for your second character card, Kaya, to take the stage. Пора действовать. Угу. Давай попробуем. Oh, it seems like any move by Kaya is going to cost quite a lot of cryo dice. Давай обменяем. А пира мы... ну типа пира у нас этот, если что, мы ее оставляем. Ну ладно. Мой ход. Выберите выпад холда, окей. Давай. Элементарный навык носит криурон 3 единицы. Элементарный навык. When you deal cryo damage, you'll cause your target to be affected by cryo. Эффект крио. Freeze. В чем заключается эффект крио? Good! Now our opponent is affected by cryo. This is a good time to learn about elemental reactions. То есть реакции еще задействуют. Different types of elemental damage affect enemies with different elements. When a character is affected by certain elemental combos, an elemental reaction will be triggered. Элементарная реакция. At the moment, your opponent is affected by cryo, so we should try and use a pyro skill on them. Looks like we have to switch active characters, though. Oh, that reminds me. Both sides must have one active character, while others are considered standby characters. Активный персонаж выдвинут вперед сильнее, чем неактивный. Normally, we can only use the active character skills. Now, if we want to use the skills of our standby character, we'll have to switch them to the active character. Активно. In this case, we'll have to switch to D-Luke in order to use his skills. Так, я теперь его You can сменить. spend 1 elemental die of any kind to switch a standby character to the active character. Выберите. То есть это еще не бесплатно, Switching получается. characters is an action, just like using a skill. So once it's done, it's your opponent's turn. Ага, понятно. То есть вышел вперед, получил Most люлей. skills can only target the active character. As you can see, your opponent just attacked D-Luke. Alright then, now that D-Luke is our active character, it's time to use his skill. Элементарный навык. У меня как раз 3 хватает, да. Это я читал. Because the opponent is already affected by cryo, dealing pyro damage triggers the melt elemental reaction. Да. When triggered, melt increases damage dealt by 2. 2 единицы это. По факту там он This сверху will allow you to deal рисует. loads of damage in one go. Genius Invocation's elemental reaction system is pretty cool, huh? Ну, хорошо. И использовать. Интересно, интересно. К следующему. All
right! Next up, let's learn how to use card types other than character cards. А, то есть тут не только персонажи есть, еще он оружие какое-то есть. These cards are all known as action cards. Карты действий. Each time a match starts, you have to draw 5 action cards to form your starting hand. Стартовую руку. Uh-oh. Looks like we don't have any elemental dice we can spend to make an attack. А, подожди, а как... А, это не огонь. Я перепутал. Это же земля. И снова ни хрена нет. Seriously? We still don't have any usable dice even after that reroll? Даже после повторного Well, броска. never mind. Even in cases like this, we can still attack. We just need to put the action cards in our hand to good use. Карта действия. Don't underestimate action cards. They can grant all kinds of support and buffs to your active character. Take this one, for example. For example. Раскрыть карты в руке. Раскрыть карты. So playing this action card will require 2 of these. See the symbol? Yeah, that means you'll need to play elemental dice of the same type. 2 дайса одного того же элемента. Окей. Меч белого железа. Из белого железа. Карта экипировки. Персонаж наносит на 1 единицу урона больше. Только персонажи с двуручным оружием могут экипировать эту карту. Персонаж может иметь только одно оружие. Some other cards will cost you these instead. The cost requirements for these are much more lenient. You can spend any kind of elemental dice. А, ну то есть есть белые, где нужно одинаково, а есть черные, где насрать какие. We'll cross that bridge when we get there, though. For now, just play this action card. Хорошо. Разыграть карту. Чтобы заплатить указанную цену, нужно потратить 2 дайса одного типа. Заплатите 2 одинаковых дайса, чтобы экипировать оружие. So, playing an action card from your hand is a form of fast action. Fast actions do not end your current turn. А, ну типа меч достал, это не считается, я понял. Simply put, you can continue to act even after playing an action card. Well then, you have your blade. Time to test it out. Давай But воспользуйся. wait, D-Luke's elemental skill costs 3 pyro dice, and right now, we don't even have 1. Даже одного не, но это понятно. Not a problem. This is where we can use a more advanced mechanic known as elemental tuning. Элементарная гармонизация. By discarding 1 card from your hand, you can convert 1 elemental die into the element of your current active character. Угу. Так, треугольник. С помощью элементарной гармонизации превратите 1 дайс в пира. Sometimes you won't be able to perform any actions you want to because you didn't roll the elemental dice you wanted. Oh well. Moving on. Ingenious Invocation TCG. Keeping up a constant flow of combat is much more important than the number of cards you have. In this case, well, let's just take all these useless cards and use them for elemental tuning. Самое интересное, что у них слетела верстка и появился код цвета, который, видимо, нужно использовать в тексте. Так, Just like playing cards from your hand, elemental tuning is a fast action. Угу. Come on, hurry up! Use elemental tuning to get yourself 3 pyro dice. Хорошо. Элементарная гармонизация. Элементарная гармонизация. Well, would you look at that? Finally, we now have enough elemental dice to use Searing Onslaught. Так. Because you have the White Iron Greatsword equipped, Searing Onslaught will deal 1 extra damage. What? На 1 единицу больше. И использовать навык. Быстренько.
И к следующему поединку. Now comes the final part. Hoo yeah! In a real match, you can make adjustments to your initial hand. Сможешь поменять свои начальные карты. At this time, we can select any number of cards in our hand to shuffle back into the draw pile, and then draw the same number of new cards. What? Короче, то же самое, что и с броском. Просто перебрасываешь, перебираешь, скажем так. Выберите цыпленок в медовом соусе из собора Фавония. И поменять. Хорошо. Once you have confirmed any adjustments you wish to make to your starting hand, both players have to select their starting active character at the same time. Oh boy, this one's a real doozy. We gotta take it out pronto. Let's see how you do this time. Remember, start by selecting your initial starting character. Выберите активного персонажа. Так, мы сначала поймем. Меч путешественника. Персонаж наносит на 1 единицу урона больше. Только персонажи с одноручным оружием могут экипировать эту карту. А это с двуручным. Ну, давай... Делюкай выберем. Let's finish this swiftly. Я так понимаю, я сейчас сам дерусь, да? У меня 3 огня. Это кто? Я не понимаю, что это. Это лед. Давай мы вот эти повторно забросим. О, 4 льда, 3 огня. Отлично. Ваш ход. Hey, look at you! You sure are getting the hang of these rolls. Now let me teach you one last trick, free of charge. You can preview your opponent's actions. I mean, that is to say, you can read their intent. Считывать их намерения, это как? Узнать намерения противника. L2. Check it out. So here's where you can see all your opponent's intentions for this round. Обычно, так, лавелчур с каменным панцирем. Обычно атака носит физический урон 2 единицы. Физический урон не создает элементарных эффектов, не вступает в реакцию. All your opponent's intended actions for the round will be listed here in order. Reference this to come up with effective countermeasures and easily defeat your opponents. Но по факту я просто узнаю информацию об этом, о карте противника. Well then, that's the end of the tutorial. You're on your own from here. May victory be yours. Ладно. Ваш ход. Подожди. Вот назад, да. Раскрыть карты в руке. Это что дает? Лечащая ведьмина шляпа. Карта экипировки. Когда персонаж использует навык или экипирует талант, расходится на 1 пирамид. Дайс меньше. 1 раз за раунд. Персонаж может экипировать не более 1 артефакта. Я могу... Давай... Хорошо. Разыграть карту. И я могу еще меч положить. И разыграть карту. Хорошо. И теперь я могу шарахнуть по нему и использовать навык. Минус 4. Неплохо, неплохо. Так, я же могу продать карту какую-нибудь. Все утраченные дайсы в универсальный элемент. Превращающий все... Нет, давай мы вот этот... гармонизацию сделаем вот с этим.
Ну вот. Все, теперь у меня есть 2. Я шляпу не могу использовать, я понял. А если я разыграю карту? Нет, это я не могу разыграть. Блин, знал бы, не делал. Мне не хватает. Тогда я заканчиваю ход. Что я могу сказать? Конец раунда. Тоже конец раунда. У него Wait. There's one more thing I almost forgot. Что еще? Every time you hit an end phase, you get to draw 2 cards from your action cards pile. 2 карты из стопки карт действия. Remember, you have to make use of both your elemental dice and your action cards to win. Так, ну то есть мне что-то вернул обратно, я понял. Фаза броска. Давай, у меня есть здесь вот это. Нужно все поменять. Формный бросок. И ни хрена нет. Я понял. Так, что мы можем? Если я им атакую, как раз у меня все действует. Это что? Станет 2 HP активному персонажу. Хрень. Это у меня есть уже. Универсальный бросок. Так я могу атаковать, в принципе. Да, минус 4. Ну вот, да. И использовать навык. Минус 4. Все шикардос. Минус 3. Что-то с ним не так. Я могу вот эту штуку использовать, чтобы... Вот эти 2 водных. Нет. Такое ощущение, что лучше использовать... Хотя, давай, да, 2 водных. Разыграем. Они становятся универсальными. А мне нужно еще продать вот эту штуку. Вот это. Да. Чтобы она была пира. Я могу еще раз шарахнуть к нему и все, я его выиграл. И все, получается, все 4 раунда мы прошлись. Обучение пройдено. В принципе, играть можно. Священный призыв 7. Это захватывающий дух карточная игра. Собирайте свои колоды из карт персонажей и их действий. Вступайте в яростное сражение с противником, побеждайте их в честном бою. В начале каждого раунда вы бросаете 8 элементарных... Фаза броска. В начале каждого раунда вы бросаете 8 элементарных дайсов. После броска у вас есть один шанс выбрать любое количество элементарных дайсов и перебросить их. Элементарный дайс. Каждый элементарный дайс может иметь любой из 7 элементов. Крио, гидро, пиро, электро, анима, гео и дендро. Кроме того, есть универсальный элемент, который может использовать вместо любого другого элементарного. Дайсами оплачиваются различные действия. Используем навык. В фазе хода можно заплатить элементарный дайс, использовать навыки активного персонажа, чтобы атаковать активного персонажа противника. Побейте всех персонажей противника, чтобы выиграть партию. Смена персонажа. В фазе хода можно потратить один элементарный дайс любого типа, сменить активного персонажа. Розыгрыш карты. В фазе хода вы можете потратить элементарный дайс, чтобы разыграть карты действий. Карты экипировки усиливают определенных персонажей, тогда как карты поддержки постоянно предоставляют усиление. Карты событий немедленно активируют однократные эффекты. Элементарная гармонизация. Во время фазы хода вы можете сбросить карты из руки, чтобы изменить тип элементарных дайсов. Одна выброшенная карта позволит поменять элемент у одного из дайсов на элемент активного персонажа. Объявление конца раунда. После завершения действия в текущем раунде вы можете объявить конец раунда. Игрок, который закончит раунд первым, будет первым ходить в следующем раунде. Когда оба соперника объявят конец раунда, они берут по 2 карты и начинается следующий раунд. All right, cool. Those are the basics. Did you get all that?
Добре, да? What we just played was an adventure challenge designed specially for new players. Genius Invocation TCG can be played in duel mode, where each player brings 3 character cards, or in adventure challenge mode, with a fixed deck for each challenge. But the rules are all the same. As long as you understand the basics, then you should be able to take on any of those rowdy booze hounds. Although I feel there are still many details to grasp, I think I understand the basic premise of the game now. That was quite the detailed explanation. I didn't know the Cat's Tail's famous mixologist had such an eclectic skill set. What? Oh, when did you get here? I stepped in while you were in the middle of your explanation. I hope I didn't dampen the mood. Не, нисколько. You snuck in without making a sound. Anyway, what are you doing here? The Cat's Tail is a player in Mondstadt's alcohol industry. Naturally, you have some collaboration with my winery. I'm here today to discuss a few items of business with Margaret. Too bad she just left. But if you head off right now, you might still catch up with her. Never mind, it's nothing urgent. In fact, I think I'm now more interested in this card that you're using to teach them the game. Карта его? Wait, this card? It's Diluc's character card! Although I have some degree of experience with Genius Invocation TCG, seeing this particular card is a first for me. A customer left it behind a few days ago, but he wasn't even playing the game while he was here. Oh? And what sort of a customer was he? He wasn't wearing an eye patch, okay? He had a light complexion and a super serious look on his face. He wasn't much of a talker and looked like he was just drinking his worries away. Never seen him around here before. Eye patch, you say? Это Кея. Gah, I was trying to give the opposite description, but I just ended up giving it away. Sorry, guard captain. Don't worry. Somehow, I don't think he'll be giving you any trouble over it. So, what about the Diluc character card? I don't mind. It's just a card with my image on it. I didn't expect Diluc to be familiar with Genius Invocation TCG. The game has been catching on lately. It's hard to go anywhere without hearing it mentioned. Every now and then, I'll sit down and play a game with the customers in Angel's Share. Может, партиечку? I was hoping we could play a game, but this issue of someone leaving a character card with my image of the Cat's Tail is very intriguing. It's getting late, and someone has some explaining to do. We'll have to have that duel another time. Лады. Good. Then I'll take my leave. You know where the door is. Don't let the door hit you where Lord Barbados split you. Какая маленькая и какая злая. Uh-oh. Guard captain. I hope Kaya will be alright. Well, now that we are familiar with the rules, why don't we try playing a game of Genius Invocation TCG? Ooh, 2 new players having their first ever duel. This sounds like fun. But in order to play an official duel, you need to have 3 character cards. Remember, a complete deck has to have 3 character cards and 30 action cards. Got it? 30 карт действий. Капец. Then, let's use my cards. These were mixed in with all the others I had received. And I didn't know what they were for at first. But now that we've learned the rules, I can see that this one must be the Sucrose character card. Now, it looks like we each have the Kaya, Diluc, and Sucrose character cards. So why don't we have our first duel? Погоди, Take мне your надо time. пока. I look forward to our first duel. Так, я думаю, на сегодня мы закончим. Тут вот есть у меня инструкция очень подробная, которую я уже читал.
Вот. Прошел уже часок, даже больше, поэтому сейчас мы по классике устроим молитвенный беспредел. Вообще я хочу... Кстати, я могу докупить вот этот еще. И будем пробовать молиться «Хочу странника». Он мне понравился. Куда же без этого ушлепка? Ладно, хоть что-то интересное. Уже есть персонаж один. Подтверждаем. Погнали дальше. Здесь ничего нет, пропускаем. Здесь тоже ничего нет, пропускаем. И здесь пусто. И снова пусто. И опять пусто. И снова пусто. И снова пусто. Что-то не везет мне с этим. Так, я могу технически еще шарик купить. Ну и пробуем. И опять пусто. Не повезло, не фартануло. Кстати, нет, я могу еще шарик купить. И опять пусто. Да что ж такое-то? Не хватает на самом деле 5 этих, чтобы... Чтобы... Чтобы еще купить шарик. А вообще мне на этого, на гору упало. Можно созвездие покачать. Так. Ну, наверное... О, достижение. Кстати, да, достижение тут где-то карточное. А вот священный призыв семерых. Так, я думаю, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Кто смотрел, кто будет смотреть. До новых встреч. Всем пока-пока.